The last weeks have had many developments in the Ukraine war. Over 2 weeks ago, there was the standoff in the Kerch Strait between Russian forces and Ukrainian naval forces, and a Ukrainian ship was rammed by a Russian ship when they violated Russian territorial waters going for the Kerch Bridge that connects Russia-Crimea to mainland Russia. After that, the president of Ukraine, Petro Poroshenko, declared martial law in certain parts of Ukraine. And in the last days, the Donetsk People's Republic forces have made an emergency press conference. First, it was done by the official representative of the People's Militia, Edward Basurin, saying there was a buildup of Ukrainian forces in the southern front line of the Donetsk People's Republic and Ukraine, saying that they were massing up to 12,000 Ukrainian troops. And yesterday, the president of Donetsk People's Republic, Denis Pushilin, made an announcement saying that there was 12,000 Ukrainian soldiers massing with over 50 tanks and a lot of other military equipment. And to investigate these facts, we came here to Kominternovo, which we've been many times in the past years, but the situation seems to have changed here. Right down the street, the Ukrainian positions are 450 meters. The last time we were here, they were farther. We can't go any farther than this point because the soldiers say that when the Ukrainian soldiers see military uniforms, they fire down this street. And as we're in full gear, it's not safe for us to go farther. But we're going to talk to the soldiers here, find out what information they know about of this Ukrainian buildup and what they think is going to happen next. We're going to do all the investigations here on the ground of the Ukraine war in the Donetsk People's Republic controlled territory. This is the very front of the front line. We can't get any closer than this. We're bringing you all the facts as we always do here on the ground. Обратите внимание, это с той стороны, когда летит, все залетает сюда, видишь? Пуля, пуля. Вот это вся стенка, и вот так вот дает, видишь, вон пуля. Все, там, если интересно, здесь у нас направление Мариуполь, Коминтерново. Когда ведется обстрел ведется хаотически, прямо по поселку, вот, по центральной улице, несмотря на то, что здесь вот площадь, вот центральный магазин, единственный работающий на данный момент. Посмотрим, мирных жителей вообще осталось еще в поселке. В поселке на данный момент недавно была нами доставлена гуманитарная помощь, осталось порядка 120 человек. Это в основном те, которым некуда ехать, это бабушки, дедушки, пенсионеры, лежачие, ну или те, которые не хотят покидать свои дома. А до начала боевых действий было больше тысячи человек, потому что село было зажиточное, большое, вот агропредприятие вокруг, порядка 1500 человек было. Мой позывной индус, я являюсь офицером народной милиции Донецкой Народной Республики. Ты откуда? Я local, I'm from here, but not this village. Я местный, родился в городе Шахтерск, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Могу сказать, где мы находимся сейчас? Сейчас мы находимся в центре поселка Коминтерново, который находится на южном фронте Донецкой Народной Республики. Вот центр поселка Коминтерново. Вот центральная площадь некогда была. Вот тут школа, дом культуры, столовая, библиотека, памятник, садик. Это остатки, здесь вот местные люди собирают, здесь раньше был музей, это вот местные стаскивают. Это вот остатки от кумулятивов от БМП. СПГ-9 и БМП, кумулятивные снаряды. Когда ими стреляют по селу, они используются для того, чтобы зажечь дома. Как бы в бою они работают для того, чтобы подбить бронетехнику противника, но так как бронетехники здесь нет, а их запускают просто по селу, их используют как зажигательные боеприпасы. Видите, как много их здесь, это вот местные собирают, привозят. А вот там разорвавшиеся сейчас будет видно.
Вот в асфальте дырочки, вон в асфальте дырочки. Сейчас посмотрите. То есть бьют четко по селу кумулятивными боеприпасами. О. Что это? Это прострелы. Погода плохая, туман, видимость ограничена. Вот. И наши так называемые оппоненты, наши соперники, вот, делают прострелы, боятся, что мы, используя такую погоду, подойдем к ним или будем вести какую-то деятельность. И происходят прострелы, то есть они стреляют просто по селу, по позициям. Как далеко украинские позиции? Украинские позиции отсюда, значит, в этом направлении. От наших позиций метров 400, от того места, где мы сейчас находимся, где-то метров 600. А в этом направлении порядка километра украинские позиции. Ну, здесь так вот метров 800, значит, 800-600 километров. А вот, видите, вот прямой, тоже кумулятив попал. Это уже били с того направления, с направления Толоков. Так, сейчас будьте осторожны, мы двигаемся в сторону передовой. Давайте так. Прокомментируй, пожалуйста, заявление Басурина и заявление Пушилина о готовящемся на данном участке фронта возможном наступлении противника, а также о возможных провокациях, в том числе с химией, с техногенными катастрофами. Так точно, мы знакомы с этим заявлением, причем знакомы не только по линии то, что видели это выступление, но и от нашего командования, то есть мы предупреждены, вы знаете. Дело в том, что наше направление наиболее благоприятно противнику для наступления, потому что расстояние между нами и границей с Российской Федерацией очень короткое, и у них есть возможность, ну как они считают, выйти одним ударом на границу и взять ее под контроль. Но опять же, сколько раз эти наступления планировались, и, как обычно, либо они не начинались, либо они вот чем заканчиваются. Хотел бы напомнить, чем заканчивается наступление на нашем направлении. Это вот танк Т-64, который участвовал в наступлении в 2014 году. Он, как видите, так и остался здесь. Также будет и со всеми последующими наступлениями. От себя хочется добавить, ну что, мы фиксируем на данном, в зоне ответственности батальона, что мы можем фиксировать? Это постоянное передвижение техники к линии боевого соприкосновения. То есть идет и гусеничная, и колесная техника, подходит, подтягиваются людские резервы. Опять же, в последнее время негодяи молчат. То есть не открывают практически огонь из тяжелого вооружения. Знаете, это больше похоже на затишье перед бурей. То есть они либо концентрируются, стягиваются, вот, готовятся к чему-то. Но ничего, мы также не теряем времени даром. Мы проходим дополнительный инструктаж, дополнительное обучение, фортифицируемся, минируемся. То есть мы готовы с удовольствием. Вот, пора напомнить ребятам, что такое. У нас было Иловайск, было Дебальцево. Ну, надеюсь, теперь будет у нас и Мариупольский котел. Мы давно к этому идем. 9-й полк готов. Ну, вот такая ситуация на южном направлении. Have you seen anything to indicate there is a buildup of Ukrainian troops? Ну, мы, как правило, мы особо не видим, потому что оно происходит либо в скрытное, либо в ночное время, либо используя непогоду. Мы все это слышим, нормально слышим, то есть идет постоянное движение техники, причем техника двигается на восток, техника двигается на юг, со стороны Мариуполя двигается сюда. Опять же, как докладывают люди, как докладывает разведка, да и вот по телевизору даже Укропа показывают сами, как в Мариуполь стягивается техника, стягиваются войска, стягиваются танки. Люди, которые пересекают линию разграничения с окрестных сел, передают, что там огромное насыщение личным составом, бойцами. Но опять же от себя мы видим только, слышим только передвижение, особенно в ночное время, техники сюда, ближе к нам, на линию соприкосновения. Есть много стреляет бой здесь, или как это? На данный момент бои затихли, то есть относительная тишина у нас тянется уже порядка 2 недель, 3 недель вот, со времени выборов. Относительная тишина, то есть уже не используется крупный калибр, такой как 120-й. Работают стрелковые, работают СПГ, РПГ, АГС.
работает по селу, работает по позициям. Но интенсивность огня значительно снизилась. Значительно снизилась по сравнению с тем, что было раньше. Спасибо. Мы сейчас находимся на самой окраине. Здесь давно никого не приводил из журналистов. Здесь находятся только наши наблюдатели передовые. Потому что вот впереди, видите, телеграфный столб. Столб такого же столба, вот такое же расстояние, как от нас до него. От него до позиции негодяев. Просто нас сейчас скрывает дымка. Поэтому мы можем здесь относительно спокойно находиться. Вот здесь вот уже нет. И это еще один подбитый украинский танк. Так точно, это еще один из подбитых. Здесь их было 3. В 2014 году они были подбиты. Вот к чему приводит, хотелось бы напомнить, наступление на нашем направлении. Вот чтобы ребята не забывали, к чему приводит наступление на нашем направлении. У нас появляется много металлолома. Вот. У них появляется много гробов и нытья. Вот. Хочется им напомнить. Если хотят, могут попробовать еще раз. С 2014 года жду Мариупольский котел. Вот Дебальцевский был, Иловайский был. Вот это вот край улицы, это вот, конечно, наш блокпост. Все летит вот сюда. Когда стреляют даже по блокпосту, все залетает вот сюда. Летит прямо по улице. Поэтому здесь долгое время находиться нельзя. Это опасно. Стараются все дорогу быстренько перебежать, отскочить. Поэтому прячутся. Крайний блокпост рядышком. Мы могу дальше? Дальше уже небезопасно. Дальше уже простреливается. Причем простреливается, они знают, что передвижение происходит по вот этим вот тропинкам, по над домами. Поэтому точечно сюда направлены крупнокалиберные пулеметы. Когда начинается обстрел, то вот по дороге летит крупная, а крупнокалиберными пулеметами они уже знают, что люди разбегаются. И они лупят строго вот по над дворами, как раз по вот этой тропинке, которая проходит по одной и по второй. То есть здесь четко работает пулемет прямо в этом направлении. А с дистанции 600 метров пулемет на прямой наводке, как бы, не рекомендую находиться в этот момент на тропинке, когда он работает. И как далеко украинские позиции там? Украинские позиции отсюда, ну, вот от нас метров 150 до наших позиций, оттуда метров 400 до украинских позиций. То есть где-то в сумме получается 500-600 метров до украинских позиций до крайней передовой. Это порядка, ну, полукилометра. Может, 2 года назад, когда я тут, я видел, они чуть-чуть дальше. Они дальше были, да. Сейчас они подкопались и приблизились, прошли еще одну посадку вперед. Ага, и когда это было? Ну, это вот в течение года. Они плавно-мерно подкапывались, приближались. Ага. Используют то, что у нас перемирие, мы не поддаемся на провокации, мы не ведем огонь в ответ. Они, используя это, фортифицировались. Have you seen an increase in the usage of drones by the Ukrainian army? Конечно же, активно использует украинская армия дроны, причем как разведывательного типа, так и кустарно переделанные ударного типа. То есть вот буквально Блэка, вот когда несколько месяцев назад бомбил прямо вот возле магазина, возле которого вы снимали, бомбил ударный дрон. Вот, ну как бы в начале осени к нам, напротив нас, стал батальон правого сектора, и они стали активно использовать беспилотные ударные дроны. Буквально за несколько дней они отбомбили Саханку, отбомбили Октябрь, отбомбили Коминтерново. Но мы были грамотно проинструктированы нашим командованием, вот, сделали грамотные поправки, проведен инструктаж, до бойцов довели методы борьбы, и буквально за несколько дней нами, вот буквально подразделением Блэка, соседним подразделением, удалось сбить порядка 3 беспилотников за несколько дней. Это существенно, так сказать, подостудило их пыл, и с тех пор, как бы, ну, если они делают вылазку, то очень редко, и так в основном в ночное время, и только разведывательные, уже давно не бомбили. Вот такая обстановка с дронами. So we've done our investigation here in Kominternova today. We're going to continue the investigation
as we go on in the next days and weeks to find out everything we can about this potential full-scale attack from the Ukrainian forces, as that's how the head of the Donetsk People's Republic puts it. So please subscribe to this channel, like this video, share across all social media, and help me show the world what's really happening. And you can see the videos of the emergency press conference here that has been put out in the last days. So please help me show the world the truth of what's happening here in Ukraine war.